Привет всем! Всем, меня зовут Виталий Максимов. Это очень интересный формат шоу от Европейской школы психологии, где мы будем разбирать известных людей по типологии Карла Юнга. Программа будет называться «Карл знал», и действительно он что-то знал, и многие свои знания передал нам, но мы будем эти знания применять и показывать на очень ярких и интересных примерах. Это будет интересно, я уверен, что это будет познавательно. В этой программе с нами будут Кристина Кудрявцева и Елена Рябцева, и мы будем говорить сегодня о человеке, который создал себя практически с нуля. Опра Уинфри – это человек, который, скорее всего, абсолютно идеально подпадает под определение американской мечты. Это программа «Карл знал». Мы здесь говорим о людях и их типах, наверное. Психотипах, точно. Всем добрый день. Я коротко скажу о том, что такое вообще типология. И можно, кто хочет более детально в тему погрузиться, у нас будет ссылочка на мой семинар, где я детально об этом говорю. Карл Густав Юнг, швейцарский психиатр, психолог, создатель системы типирования людей. Он был абсолютно первопроходцем в этой теме. Это начало 20-го столетия, 1921 год, если я правильно помню. Вышла его первая работа по психологическим типам, и она была абсолютно революционной на то время. Никто ранее не занимался этой темой, и, в общем-то, точка входа для Юнга в эту тему была следующая. Он тесно сотрудничал с Фрейдом, с другими известными психологами того времени, Адлером в том числе. И у них была пациентка, которую наблюдал и Фрейд, и Адлер. И вот Юнг читал их наблюдения. И в какой-то момент он сказал, это совершенно разные, как будто бы я читаю о совершенно разных людях. Да? Они вели одну и ту же пациентку, но видели ее и описывали эту работу, этот кейс, как сейчас говорят, совершенно по-разному. И вот это была точка входа, в которой Юнг подумал, как же так? Да? Человек смотрит на одно и то же. Как бы идея не новая, но тем не менее вот именно у Юнга она развернулась вот в целую такую теорию, которая дальше очень-очень значимое развитие получила, потому что вот 1921 год Юнг начинает эту тему разрабатывать, выходит его книга, и все 20-е столетие эта тема подхватывается и очень активно перерастает в различные теории. Мы будем анализировать известных личностей, основываясь на первоисточнике, именно на Карл Густаве Юнге, отсюда название такое «Карл знал», да, что действительно очень много знал. И, собственно говоря, что открыл доктор Юнг? Он сказал о том, что его теория была о том, что есть основные 4 функции психические. Да? То есть что такое психические функции? Это способ обработки информации. Каждый из нас по-разному обрабатывает информацию, как входящую, да, извне, так и внутреннюю, да, которая идет из бессознательного. И по сути психотип – это способ обработки этой информации. И вот Юнг говорил о том, что есть 4 основные функции. Это чувствующая функция, мыслительная функция, ощущательная функция и интуитивная функция. Каждый из нас имеет одну ведущую функцию, одну низшую функцию. То есть одна из функций самая сильная, одна из функций самая слабая. И вот после Юнга проводились исследования нейрофизиологами, которые исследуют мозг, и они увидели подтверждение этой теории и увидели, что там, в той зоне мозга, где у человека ведущая функция, скорость, проводимость нейронных связей в 100 раз выше. Скорость срабатывания, пускай так будет. Да, то есть, опять же, пусть нас простят нейрофизиологи за какие-то медицинские неточности, но суть в этом, да, то есть буквально процессы, импульсы по нейронным связям там пробегают в 100 раз быстрее, чем в той зоне мозга, которая отвечает за подчиненную функцию, за самую слабую функцию. И Юнг говорил о том, что эта история, она дается от рождения, как цвет глаз, и не меняется в течение жизни.
И дальше его последователи, да, разрабатывали теорию, в частности, теорию фальсификации. Она о том, что когда человек живет на своих слабых функциях, он, ну, по сути, должен вкладывать в 100 раз больше энергии, в 100 раз больше усилий в выполнение определенной задачи. Да? То есть все, что происходит, вся работа, которая происходит на ведущей функции, она происходит легко, и ну, человек очень эффективен в этом от рождения. Да? Это не то, чему надо учиться, это то, что есть. И вот Опра Уинфри, мне кажется, очень хороший образец этого, потому что, ну, то, что я слышала, да, она и ее биографы, да, рассказывают о том, что она брала интервью в возрасте 2 или 3 лет, там где-то на огороде у кого-то там, да, то есть это было встроено, да, это не то, что она научилась, да, по сути, она нигде не училась этому. Да. Это тоже интересно. И когда человек на ведущей функции работает, когда человек работает на своей низшей функции, происходит ровно наоборот. Вот. Происходит, ну, каждый шаг — это большое усилие. И я, когда об этом рассказываю, всегда привожу цитату Эйнштейна, который говорил о том, что все мы гении. Но если заставить рыбу взбираться на дерево, она проживет всю жизнь, считая себя дурой. Юнг определил 4 основные функции, и также каждая функция имеет экстравертное и интровертное направление. Давайте тогда, собственно, перейдем к этому всему, потому что мы уже даже сказали, что да, вот Опра яркий пример, как человек, который на своей функции живет, еще и попал на нее интуитивно. Это тоже очень интересно. А давайте все-таки перейдем к тому, а что это за функция и как она определяется, и почему мы так четко уверены, что она вот именно такова у нее, и что она на ней живет. Это функция экстравертного чувства, и мы позже еще более подробно раскроем сам психотип, потому что помимо ведущей функции есть еще и вспомогательная функция, то есть то, за счет чего, собственно, Опра и реализовала себя вот так, как реализовала, в таких масштабах, так ярко, так запоминающийся. Что касается экстравертного чувства в ведущей функции Опры, такой психотип нам говорит о том, что человек очень сильно эмоционально заряжен сам и заряжает других людей абсолютно естественно, абсолютно легко, абсолютно просто. Это люди, которые легкие, с которыми просто, которые понятны, которые эмпатичны, которые чувственны, сочувственны, и мы видим все это в ее интервью, в том, за счет чего ей так легко получается располагать к себе людей. Чувствующая функция — это про отношения, неважно, какая направленность, интровертная или экстравертная, это про отношения, про создание отношений. Это люди, которые излучают такую энергию, от которой отказаться очень сложно. Это люди, которые, вот, когда попадаешь к ним в поле, то там становится автоматически хорошо, там становится спокойно, приятно, интересно, весело. И это то, что в норме, конечно же, любой человек не захочет как-то от этого отгораживаться и отстраняться. Почему мы ее выбрали как первого участника и почему она стала именно такой, которой она стала. Вот это ее ценность, ведущая функция отвечает за наши ключевые ценности, за нашу миссию, за наш самый главный в жизни интерес и за то, почему мы такие. И вот как то, что мы такие, мы проявляем в мир. И вот Опра — один из ярких представителей, который показывает нам, что нет ничего страшного в том, чтобы быть собой, что быть собой классно, и что когда ты являешься собой, и вот такой, какой есть, это приносит очень классные результаты в реализации, в личной жизни, в коммуникациях, вообще в проявлении себя в этом мире. Кто видел хотя бы одно интервью Опры, он тоже поймет, о чем идет речь, потому что та эмпатия, тот неподдельный интерес, с которым она общается со своими гостями, его не сыграешь, его не покажешь, он настоящий есть, и люди это действительно чувствуют. Но это не черты характера дают, это человек так рождается. Функция — это про обработку информации. Вот я сейчас приведу пример про Опру один, он очень классный
показывает, как она вернулась на свою ведущую функцию. То есть, что такое обработка информации? Да, мы видим, например, ручку, и каждый видит, вот если бы сейчас буквально, да, мы все сидим, и я бы спросила, вот есть ручка, скажите, что приходит в голову? Один слой информации – это то, что связано с вашим личным опытом. Например, если, не дай бог, у кого-то была травмирующая ситуация, связанная с ручкой, не знаю, одноклассники там булили в 5 классе, бросались ручками, у вас сработает первым делом вот эта эмоционально заряженная ассоциация. Она не про психотипы, она про травматизацию, ну или какую-то, да? Вот. Но если у вас с ручкой не связано никаких эмоционально значимых событий, как с минусом, так и с плюсом, да, тогда вы начнете говорить об этой ручке и проявлять свой психотип. И он говорил о том, что вот если в сухом остатке, то ощущение – это функция, которая схватывает какую грань реальности, что эта ручка есть, просто нечто есть. Интуитивная функция, она видит, какую будет куда направляться. Будущее, во что это может развернуться, в потенциал. Например, вот ручка, а вот может быть через 20 лет уже ручек не будет, а будут такие-то, такие-то. Или можно эту ручку, например, взять, там, китайцам на фабрику отправить и таких выпускать ручек и продавать, и построить какой-то, не знаю, большой магазин. То есть вот интуитивно она про будущее. Или, если она интровертно направленная, может быть еще про прошлое, да? Что вот сколько лет человечество прошло, чтобы создать эту ручку, вот она так эволюционировала и так далее. Да? То есть вот туда мысль направляется. Мыслительная функция, она делает структуру, порядок, то есть что это такое? Да? Это ручка, она принадлежит к письменным там, аксессуарам. То есть мышление пытается вот категорию какую-то поместить, что это, куда это, к чему это относится, да, и в голове такой навести порядок. А чувствующая функция, она отвечает за то, как мне к этому относиться. Приятная ли мне эта ручка, красивый ли цвет, красивая ли форма, хорошо это или плохо, нужна она мне или не нужна. То есть это про отношение. Вот этот пласт информации. И смотрите, как эта опера интересно проявляется. Она рассказывает в каком-то эфире о том, что она начинала вести новости на канале, и то есть это просто новостные выпуски были. И в какой-то момент она говорит, я стала туда добавлять свою эмоцию. Она говорит, например, я читала список стран, и вместо Канада сказала какая-то Гранада или что такое. И она говорит, и я в прямом эфире сказала, как я Гранада сказала? И рассмеялась. И зрителям это очень начало нравиться. Потом, по-моему, она там каких-то убитых, новость была про убийство, она расплакалась. И она стала привносить эмоцию туда. Она попала в эту среду, которая не соответствует ее психотипу, и потихоньку начала себя туда привносить. Да? И потом она говорит, когда ее там куда-то перевели и так далее, и она попала в ток-шоу, она говорит, ток-шоу, да, это про отношения, про говорить, про людей. Она говорит, и я почувствовала себя дома. И вот это ощущение, каждый из нас очень хорошо может понять свой психотип через ощущение «я дома». Вот где вы чувствуете себя как дома. Ну, нигде, имеется в виду в какой деятельности, в чем, с кем. Ну, в общем, да, вот это ощущение, что я как дома, это ключик к пониманию того, какой у вас психотип. И еще, Кристина, я бы хотела добавить, в этом же интервью был такой момент очень интересный, тоже про то, как это, когда я в своем психотипе, на своей функции. Она про интервью сказала, для меня это как дышать. Ну, то есть, когда мы начинаем делать то, что про нас, мы там начинаем будто бы заново дышать, особенно если до этого мы делали то, что не про нас. Даже если мы посмотрим Опру, ее выступления, да, они эмоциональные, а эмоция – это ведь есть энергия. И у них много этих эмоций, и за счет этого они очень энергетически такие сильные. И если эта энергия не идет, как говорят профессиональные психологи, не канализируется, да, какую-то профессиональную деятельность, вот, например, как у Опры, она может разрушать там, брак. Например, если такую женщину посадить дома,
она задолбет мужа и детей, потому что ей нужна такая активная деятельность. И все ее чувства, вся ее энергия выльется на этих бедных домочадцев, которые, ну, что-то с этим должны будут делать. Предположим, что Опра осталась бы в новостях, да, и делала бы там карьеру. То есть это ее противоположная функция. Могла бы она там себя проявить? Теоретически да, но кратно в десятки раз больше усилий для тех же результатов, и выдержала бы она или нет, непонятно, потому что тут же идет выгорание и так далее. Да? Она сказала, кстати, тоже интересную вещь, что когда они снимали 25 лет шоу Опры, она говорит, иногда я приходила домой, у меня не было сил переодеться. Да, там, ну. Но, говорит, я никогда не чувствовала себя опустошенной. Уставшей, да, но не опустошенной. Ну, то есть не выгорела, да, как у нас говорят. И вот это очень важный указатель на то, насколько человек живет на своем психотипе или не живет. Мы все устаем, и самое любимое, прелюбимое дело, ну реально, да, мы люди, если там 10 часов работать, ну, но оно не дает выгорания, не дает опустошения. Если есть опустошение, то скорее про то, что человек живет не на своей ведущей функции. И вот если бы Опра столько же работала в отделе новостей, она бы чувствовала опустошение. И, скорее всего, в какой-то момент она бы 25 лет не могла это делать. По сути, человек просто... Ему важно отразить, что он так умеет. И если, особенно если это кто-то может сделать, но зачастую наши сильные стороны, наши проявления на своей ведущей функции не всегда очевидно нам самим, но зато очень очевидно другим людям, с которыми мы находимся в какой-то близкой коммуникации и в отношениях. Когда у нас что-то получается очень хорошо, то, что у нас не получается очень плохо, мы этим компенсируем будто бы. И это то, что видели продюсеры, ну, те люди, с которыми она работала, то, что видели в ней. Увидели в ней, она сама почувствовала это у себя, привнесла это в жизнь, и все. И это дальше уже как снежным комом, получается, развивается. Представляем ситуацию. Некая Опра, которая сидит на новостях, которая уже там, понимает там где-то подсознательно, что это не ее и что ей скучно, и это ни к чему не приведет. И тут она приходит на консультацию по типированию, и там ей объясняют, да не так же все на самом деле. Вот, тебе надо то и то и то, потому-то, потому-то и потому-то. И вот как раз этот вопрос, он относительно тех, кто хочет стать, условно говоря, Опрой с точки зрения успешности. То есть может ли им такая консультация помочь? Может ли она им подсветить то, что они, может быть, понимают, но не осознают полностью? Вот у меня этот вопрос. Вот такая консультация, или такие знания, или такие там курсы, или такой там курс обучения, они существуют? И может ли любой человек, условно говоря, и та же Опра, чуть раньше об этом узнать, не дойти до этого собственным опытом, длинным путем, а узнать от людей, которые в этом разбираются, которые знают об этом? Ответ такой, да, может, но это сильно зависит от степени готовности человека. Потому что мы слышим то, что мы готовы услышать. Поэтому, если говорить о каких-то практических рекомендациях, это первый шаг. Замечайте там, где вы не дома, где вы чувствуете себя не собой. То есть, вот мне кажется, что помогло Опре, да, каким-то чудесным образом, несмотря на очень сложное детство, у нее сложилась привычка слушать себя. Вот это удивительно. И где это было? Может быть, это фигура бабушки, там такая есть позитивная в ее детстве. Может быть, что-то еще, может быть, какая-то помощь, кстати. Это не совсем уже про типологию, но она тоже интересно описывает, когда ее забрали от бабушки, и мама перевезла к себе в дом, и в первый же дом, в первую же ночь, там, мамин, я так понимаю, хозяин, у которого она работала, он не пустил ее в дом ночевать, потому что она была черная, как правильно говорить, корректно. В общем, тогда было такое время, да, что их не считали людьми, и, в общем, он ее не пустил в дом, и она спала на крыльце, и она говорит, что в эту ночь ей было очень страшно, и в эту ночь она придумала себе ангела, который
ну, такого воображаемого друга ангела, который вот рядом с ней, он ее защищает. И на самом деле эта история типичная, вот так психика ребенка справляется с травмой. Таких историй я как психотерапевт слышала на с каждым вторым клиентом, да, когда ребенок сталкивается с чем-то невыносимым и нет рядом взрослого, кто бы мог помочь, он придумывает себе вот такую фигуру. И это, ну как мы говорим, придумала, но на самом деле, если с точки зрения аналитической психологии говорить, то это работает такой глубинный архетипический механизм, и очень много людей, которые потом сделали такую вот карьеру, у них была вот такая история. То есть в этот момент человек связывается с глубинными пластами психики, где есть очень много мудрости. И эта мудрость дальше ведет по жизни. То есть это, вот такой вот механизм. Опять же, он не про психотипы, он про механизм того, как человек справляется с травмой, и что в каждой травме есть, вот это зерно, некий дар, который дальше может у человека вот так развернуться. И если говорить о практических рекомендациях, то первое, развивайте в себе эту способность. Просто в течение дня 3 раза в день спрашивайте себя утром, в обед и вечер, как мне сейчас? Те отношения, в которых я нахожусь, тот дом, в котором я живу, та профессия, та компания, где я работаю, или тот бизнес. Вот как это? Вот в данный момент, как это? Да, и вы начнете чувствовать, потому что это невозможно перепутать как-то. Да? Вот еще раз, вы можете быть в своей профессии, в своей семье, все правильно в жизни, и вы можете уставать, это все может быть, раздражаться, но фоново вы чувствуете, что вы на своем месте. Или наоборот, да, вы фоново чувствуете, что нет, это не ваше место. И вот это есть очень четкое указание на то, что сейчас вы на своей ведущей функции или не на своей. Вот, и первое, да, когда вы это замечаете. Второе, это создание такого внутри намерения, решения, что вы хотите ощутить свое место и жить на своем месте. Да? Вот это, как Опра сказала, да, когда она после новостей пришла в ток-шоу, вот я вернулась домой. Да? Вот такое место для каждого из нас в жизни есть. И это не всегда связано с физическим перемещением, со сменой, не знаю, отношений и так далее, или профессии даже. Вот Опра осталась в той же профессии, в телевидении. Да? Но внутри этой профессии, или сферы деятельности, да, она сделала этот разворот, и это совсем другое. Точно так же можно это сделать в психологии, не знаю, в бухгалтерии. В HR, да. То есть в любом можно вот этот разворот сделать. Вот. Это второе. И третье, после этого можно, например, у нас вот в Европейской школе психологии есть курс проходить, или можно просто взять консультацию по типированию. Есть другие компании, системы типирования. То есть когда вы начнете замечать, ощущать себя, где вам некомфортно, да, и создадите в голове намерение, да, все-таки найти место, где вам комфортно, вы начнете видеть нужную информацию. Вот, и тогда наш курс, консультация или какой-то другой курс, он будет вам полезен. Что самое интересное, что когда Опра и когда любой человек, который возвращается к себе и возвращается на свою ведущую функцию и понимает себя, он из этого состояния намного лучше же начинает понимать и других людей. И это тоже один из критериев, почему у Опры настолько классно сложилась карьера, и настолько гармонично она в этом, и настолько естественно. Вот Опра, как чувство, очень хорошо видит все, что связано с отношениями с другими людьми. Вот она познает мир через эту сферу. Да? Если, например, интуитивная функция, мы в других выпусках поговорим, они познают мир через свою, через стратегию, через будущее. Она вот через это познает, она видит эту часть реальности, но она ее видит максимально clear, ясно. И поэтому она ясно может об этом говорить. Всем понятно. А давайте тогда четко протипируем Опру сейчас. Опра по психотипу относится к людям с ведущей функцией экстравертного чувства и поддерживающей функцией интровертного ощущения. Ее, вот так если коротко и понятно, тоже в одном из интервью
она сказала такую вещь, что я не летаю в облаках, я ношу просто более качественные туфли. Это настолько попадает в ее психотип, вот это интровертные чувства как вспомогательная функция вторая, за счет чего она так быстро реализовалась и за счет чего у нее есть все то, что у нее сейчас есть. Функция ощущения. Мы о ней более подробно поговорим в следующих выпусках, но если коротко, это люди, которым легко делать. Это люди, которые не откладывают на потом, и которые априори вот бери и делай, это их такая стратегия, философия жизни. Это люди, которые очень хорошо связаны с реальностью. Вот они видят реальную реальность, да, вот помните, вот что-то есть, и они вот, да, вот, они не думают, что с этим будет, или хорошо это или плохо. Это есть, и я это очень четко вижу. Да, и поэтому, собственно, она не оттягивала вот эту всю карьеру, она не оттягивала там страхами выход в этот эфир, ну, вот она не оттягивала с тем, чтобы создать свое шоу, она меньше думала и больше делала, делала то, что соответствует ее ведущей функции. И вот интровертное ощущение – это очень сильно про качество, это про то, что мы выбираем качественные вещи, натуральный состав, что-то такое очень-очень изощренное, утонченное и так далее. И я вот когда услышала именно вот эту фразу от нее, она такая слегка, да, метафорическая, слегка вот может казаться непонятной, но она очень вписывается именно в ее свое место. Кем еще, кроме ведущих ток-шоу успешных, да, могут являться люди этого типа? Ну, то есть где они тоже так могут ярко проявиться и быть успешными? В каких профессиях, в каких там, я не знаю, ситуациях? Типология, она не о профориентации. Да? Вот психологи, например, да, мы как компания, которая обучает психологов и видит очень много дальше развития реализации, как люди себя реализуют в этой профессии. Психолог, у которого экстравертные чувства ведущие, это, вот, кстати, Опра, ее, по-моему, Нью-Йорк Таймс, да, писал про то, что шоу Опра – это терапия в прямом эфире. Да. Она психолог, потому что она говорит, она озвучивает свои чувства, она понимает ваши чувства, вот тоже ее фраза, что люди больше всего хотят быть понятыми. Это чистой воды терапия, потому что делает психотерапевт? Он понимает человека там, где человек сам себя не понимает, и через проговаривание этого делает это понятным для человека. То, что понято, это не есть уже проблема. Все, это перестает человека мучить. Мучает то, где не понято. Это Опра как вариант психолога. И, например, такой тип, как Опра, мог бы быть еще и хорошим психологом. Это как бы тоже вот такая... Она уже психолог. Да. И вот сейчас, например, наши выпускники, которые тоже такого же типа экстравертные чувства с интровертным ощущением, они точно так же себя реализуют. Они ведут, например, тренинги. Ну, пока это не масштаб Опры Уинфри, но тем не менее, они ведут те же публичные выступления и примерно в таком же стиле говорят. Да? Как правило, это темы, связанные с отношениями, темы, связанные с поиском себя реализации. Да? То есть вот это вот то, что делает Опра, если посмотреть ее выступление, да? Она как мотивационный тренер, мотивационный спикер. Да? И вот психологи, у которых экстравертное чувство развито, они примерно по этому же пути идут. Если психолог мышления, да, это люди, которые очень хорошо структурируют информацию. И, как правило, они хорошо себя реализуют в образовательных программах. То есть это во многом либо теоретики, если это интровертное мышление, либо это люди, которые работают очень понятными такими методиками, алгоритмами и так далее. У них, как правило, нет харизмы, такой, как у экстравертных чувств, поэтому они меньше сильны при прочих равных публичных выступлениях и так далее. Но они очень хорошо структурированы, они очень логичны, и они очень хороши именно в том, чтобы готовить какие-то образовательные программы, возможно, в психологии. То есть вот они в эту сторону развернулись бы. Внутри одной и той же профессии. Для того, чтобы, вот, например, да, мы сейчас там, у нас главный методолог наших программ, вот, она тоже много работает на мыслительной функции, потому что это нужно все структурировать. Да? И вот понять человека важно увидеть там,
какую-то его историю, да, вот история это тоже очень чувствующая функция, потому что чувствующая функция, она как бы кодирует информацию образами, историями. Вот storytelling это такая чисто чувствующее вот, направление для чувствующих функций. Потому что мышление скажет, нужна структура. Нужно раз, два, три, четыре, пять. Пишите буллетами, да, или как там нам звучали, раз, два, три, четыре. Это мышление. А человек говорит, расскажите историю. Не пишите мне вот это раз, два, три, четыре, пять. Вы расскажите мне историю. И он прям постоянно рассказывает историю. Она никогда не говорит, так, друзья, 5 основных установок, которые вас тормозят. Раз, два, три, четыре. Нет, она рассказывает историю про свое детство, например, или про какую-то людей, с кем она работала, брала интервью, и через эту историю доносит информацию. Психолог интуитивного типа, он будет говорить, что главное увидеть потенциал клиента, да? Не главное понять, а главное увидеть потенциал. Больше того я скажу, человек может работать, то есть выполнять разные профессиональные обязанности. Но на самом деле, так вот, если глубоко посмотреть, нам всегда платят за то, какими мы есть. Да? Вот, кажется, есть бухгалтер в компании. Ну, на первый взгляд, ну, если спросить собственника, руководителя, за что ты ей платишь? Ну, за то, что она мне делает отчеты и так далее. Но я это вижу, много работаю с собственниками бизнеса, работала в подходе психоанализа бизнеса. Но когда это становится очевидным, когда этого человека увольняют или он уходит, и тогда оказывается, что ушла бухгалтер, там отчеты подхватили, все это, а вот атмосфера в коллективе другая. И тогда становится понятно, за что на самом деле ей платили. Вот это поразительно интересно. Поэтому, да, это будь Опра, например, если бы она родилась в Киеве, там, условно, на Троещине, да, то мы не знаем, где бы она была. У нее могла бы быть мясная лавка, или, не знаю, мороженое она могла бы продавать, или... Салон красоты. Лоток на Троещинском рынке, это тоже такая штука. Но атмосфера была бы та же. Вот да. Если вы сейчас послушаете Опру, да, и почувствуете свое состояние, вот вы могли бы к ней приходить на Троещину, покупать там мороженое в лоток, и вы бы примерно то же чувствовали. Вот что такое психотип. То есть это некое поле, не поле, которое мы создаем, вот как рядом с нами другим людям. Продавцом она бы могла быть, кстати, классным. Это те люди, это те продавцы, которыми не важно, что ты продаешь, но я приду и куплю у тебя. Вот это прям очень вписывается. Если взять нашу жизнь как путь из точки А в точку Б, мы можем так себе сказать, что понимание своей ведущей функции, там, возможность узнать ее там и затем уже по ней жить осознанно, это как вроде вот получить электросамокат и ровную асфальтную дорогу, вместо того, чтобы карабкаться по камням, по неровной дороге и пройти из этой точки А в точку Б вот разными такими двумя путями. То есть мы можем сказать, что это скилл, знание и вообще как бы штука, которая помогает жить и помогает жить в этом понимании, вот как эта женщина с пирожками живет, да, вот жить на полную грудь, жить полноценной жизнью. Мне даже хочется сказать, что это не самокат, все равно самокат, знаете, это сам качу, да? Электросамокат, ладно. Электро, да. Но для меня это больше, я не знаю, как минимум Тесла или что-то такое, да? Крылья. Можно сказать, что это крылья? Это крылья, это, знаете, для меня это метафора в потоке, да? Можно как-то грести, как получается, а можно просто поймать волну, и она тебя несет. И вот эта история. Или есть хорошая, кстати, метафора, она из космической сферы, да, значит, когда расстояния в космосе очень большие, и для того, чтобы космический корабль там куда-то к какой-то цели прилетел, нужен очень большой запас топлива. Соответственно, если много топлива, он не оторвется от Земли. И чтобы как-то решить эту проблему, люди, которые проектируют там траекторию полета, они ее рассчитывают так, чтобы большую часть времени космический аппарат, он двигался
двигался за счет силы гравитации разных планет. Да? И он как бы вот за счет этой энергии он сам по себе движется, а потом раз переключился на свой ресурс как-то это, потом опять. И вот когда мы на своем ведущем психотипе работаем, на своей ведущей функции, мы как будто бы, да, не только на своем ресурсе, да, мы вот так вот, ну, получается, подключаемся к тому, что нам помогает двигаться. Как сказал один мой знакомый, вот в дайвинге есть такой тип плавания, когда ты погружаешься и просто встраиваешься в течение и идешь, экономишь силы, экономишь кислород, и при этом достигаешь цели тоже так же, но тратишь меньше усилий и получаешь больше кайф. Ты же в это время наблюдаешь, а не гребешь как сумасшедший и тратишь силы. Есть хороший фильм, нашим зрителям могу порекомендовать. Он тоже интересна с ним история, потому что на английском он называется Unlimited. Область тьмы? Да, а как на английском? Limitless. Limitless, да. Limitless — это, ну, как отсутствие лимитов, да, без ограничений. Сам по себе фильм классный, но можно тоже его брать как метафору работы человека на своей ведущей На своей, да. Главный герой, вот в начале фильма он такой в творческом кризисе, он в таком вязком каком-то состоянии, он ничего не может написать, у него в жизни ничего не клеится и так далее. Потом раз он принимает таблеточку, и там буквально вот режиссеры очень классно показали, там меняются цвета даже жизни, да, он тут сначала такой какой-то вот такой, как в тумане, сероватый, а потом все такое более яркое, и он раз, у него так мысли прямо летят. Вот это пример, тоже хорошая метафора понимания, как это на ведущей функции. Некая таблеточка. Собственно, на этом мы, наверное, сегодня закончим. Это был первый выпуск. Мы познакомили вас с типологией, и я думаю, что следующий выпуск будет еще более интересный. Я думаю, там мы возьмем или одну звезду, а может быть сразу нескольких. Попробуем оттипировать их, например, в одном из фильмов или сериалов по разным функциям разных героев. Кстати, в Голливуде этим пользуются, они об этом знают, и они прекрасно на этом много лет зарабатывают, как, собственно, и Опра, о которой сегодня была речь. Всем приятного просмотра, всем хорошего дня. Я надеюсь, что мы с вами встретимся еще много раз, и вы много нового интересного узнаете в нашей программе «Карл знал».